Всем привет! Спасибо, что зашли на наш канал. Меня зовут Олег Буторин, и в этом видео я расскажу, как создавать лендинги, одностраничные сайты в конструкторе сайтов Creatium, который мы недавно обнаружили. Почему он лучше, смотрите в отдельном видео этого плейлиста, а мы уже переносим все свои сайты с тильды на Creatium. В этом коротком видео я покажу, как буквально за 30 минут создать одностраничный сайт. Если вам это интересно, то смотрите дальше. А пока ставьте лайк и погнали! Для начала хотел бы уточнить, что такое лендинг, потому что многие люди, когда вводят в поисковик слово лендинг, они заблуждаются. То есть всего есть несколько видов сайтов. Мы выделяем лендинги, сайты-визитки, корпоративные порталы, интернет-магазины. Корпоративные порталы здесь указывать не стал, потому что это как бы большая визитка. Но по сути наша задача сегодня разобрать лендинги. Поэтому мне было бы приятно, если бы вы понимали, что лендинг или landing page по-английски или одностраничник это одно и то же. Вот, поэтому, когда вы будете вводить в поиске конструктор лендингов, конструктор landing page или конструктор одностраничников, то это примерно все про одно и то же. Так по сути, что же такое лендинг и чем он отличается от других видов сайтов, от визитки и от того же интернет-магазина? Вот на данный момент я зашел на лендинг. Это тот лендинг, который мы сделали для нашего клиента. Вот он находится как бы на одной странице, поэтому он и называется одностраничник. По сути, если мы разберем структуру лендинга, то это одна большая страница, которая очень длинная сверху вниз. То есть по сути это сайт, который разбит по слоям. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Например, на первом экране находится предложение, на втором экране находятся выгоды, на третьем экране какой-то небольшой каталог, на четвертом там команда, которая строит, пятое, например, предложение, обратиться, шестая, например, карта и седьмая контакты. Ну, вы могли пронаблюдать, что когда я спускался, здесь были слои. Вот, например, это первый слой, это второй. Третий, четвертый, там фотографии, гарантия, картинки, поставщики, остерегайтесь мошенников, цены на типовые комплекты, предложения, как с нами связаться, карта. То есть здесь даже больше слоев, чем я описал. Но по сути эта страница развернутая вертикально, растянутая именно в высоту. Это именно лендинг. Что касается основного сайта, например, сайт-визитка, вот, допустим, наш сайт-визитка, маркетинговое агентство Top Intent. Здесь идут разные страницы. И каждая страница, она невысокая, небольшая, но их много, поэтому пользователь может перейти. В каких случаях имеет смысл использовать лендинги? В тех случаях, когда у вас есть какое-то узкое, конкретное предложение, например, вот как здесь, например, продажа барбекю. Вот, или, например, какие-то услуги, там, например, поездка в Таиланд, поездка в Индию. У вас есть какие-то преимущества, как у поставщика, и вы можете ярко их подать, вот растянуть на этой странице. То есть, по сути, лендинг, он нужен для того, чтобы сымитировать с вашим потенциальным покупателем живой разговор, в процессе которого у вас уже аргументы идут один за другим. И эти аргументы, они упакованы в экраны. Вот 1, 2, 3, 4. И когда ваш потенциальный клиент напарывается на лендинг в рекламе и проходит все вот эти вот этапы как бы живого разговора, то у него возникает желание купить. Вот это что по сути такое лендинг. Да, я уже показал, что лендинг это вот такая одна большая страница в высоту. Для сравнения, сайт-визитка это вот, например, вот главная страница, в ней находится меню, где вот эти вот страницы, они находятся внутри 1, 2, 3, 4, и уже когда пользователь переходит, он переходит либо на одну страницу, либо на вторую, либо на третью. Вот, например, здесь, когда мы находимся на главной странице Intent, мы можем перейти, например, на страницу контакта или на страницу услуги и провалиться в какую-то более конкретную услугу, например, в контекстную рекламу, которая уже в свою очередь построена как такая лендосайтовая страница. То есть она чередует в себе экраны, в которых расписаны преимущества работы с нами. Это вот основное отличие лендингов, вытянутых
высоту от сайтов визиток, которые растянуты как бы в ширину. А интернет-магазины, как вы могли догадаться, они отличаются тем, что там очень много товарных категорий и карточек товаров. То есть это основное отличие. В каких случаях вам лучше всего делать лендинг, одностраничник? Лендинги, они гораздо более конверсионнее, гораздо более выгоднее с точки зрения привлечения клиентов, чем обычные сайты, на которых информация может быть более водянистой. Поэтому следующий закономерный вопрос, который перед нами стоит, если вы уже поняли, что вам надо делать лендинг, одностраничный сайт, это как его можно создать. И вот здесь выбор вас, какой у вас выбор? Вы можете создать самостоятельно, если вы уже продвинут технарь на профессиональной CMS-системе, типа WordPress. Кстати, вот этот вот сайт мы делали на WordPress. Или вы можете выбрать более простой способ, это создание вот этих лендингов на конструкторе. То есть сейчас есть такие онлайн-сервисы, называемые онлайн-конструкторы, внутри которых вы можете простыми манипуляциями, перетаскивания картинок или схем собрать себе вот этот лендинг, чтобы как можно быстрее протестировать его на работу. Здесь моя рекомендация сводится к тому, что если вы не супер крутой специалист, вам необходимо начинать с самого простого. Почему? Да потому что если вы погрязнете в каких-то технических трудностях, вы все бросите на полпути. И вам надо начинать с чего-то самого простого, чтобы без заморочек накидать какой-то первый прототип, понять, в чем ваша ценность, хорошо сфотографировать, положить вот в этот конструктор, описать описание, поставить привлекательные цены и уже начать тестировать в рекламе. Потому что если вы будете подходить к вопросу слишком перфекционистично, да, с перфекционизмом, то если у вас не будет технических навыков, вы просто не доведете дело до конца. Это вот если вы уже решились начать это делать самостоятельно. Если вы решились продвигать с командой, это другой вопрос. То есть с командой вы можете делать это на любой системе. На онлайн-конструкторе или на CMS-системе вам уже будут создавать это дело те люди, которые в этом разбираются. Тогда вопросов нет. Но если вы решили в это сунуться самостоятельно, тогда выбирайте самое простое решение. И в связи с этим у нас сегодня обзор как раз-таки конструктора Creatum, который и является тем самым простым решением, о котором идет речь. В предыдущих видео вы могли наблюдать, как я сравнивал несколько конструкторов, чтобы попытаться разобраться для себя, а какой конструктор сейчас является наиболее простым, быстрым и выгодным для освоения его человеком несведущим, да, человеком не разбирающимся в IT-технологиях, вот в этих всех сервисах. Поэтому основная причина, почему мы обозреваем именно этот конструктор сайтов, потому что он наиболее простой и функциональный для того, чтобы начать новичку. Вот, давайте войдем в редактор, я уже создал здесь свою учетку, и мы попытаемся здесь понять, как вы будете ориентироваться. Вот я уже создал для себя здесь проект. Давайте с самого нуля. То есть мы заходим на страницу редактирования, и я могу создать здесь новый проект с нуля. Вот, допустим, создам новый сайт. Давайте представим, что я владелец какого-нибудь туристического агентства, и я хочу создать какую-нибудь путевку в Таиланд. Да? Поэтому туры в Таиланд. Туры в Таиланд. Вот, написал название сайта, выбираю шаблон. То есть, чтобы мы не запутались во многих вариациях слоев. То есть, мы же не маркетологи, мы еще не писали прототип, схему, как будет выглядеть наш сайт по слоям. Мы этого не разбирались. Поэтому нам надо хотя бы на что-то опереться. Как раз таки для этой цели здесь есть шаблоны. То есть, хороший сервис, он как раз таки предполагает наличие такой вспомогательной информации, как шаблоны, чтобы неосведомленный пользователь получил эту поддержку. И я вот смотрю, какие здесь есть шаблоны. Вот смотрю, категории, все шаблоны, визитка, внутренняя страница, лендинг, магазин, мероприятия. Мы с вами сегодня рассматриваем лендинг, поэтому мы будем из шаблонов выбирать лендинг. Так, ремонт квартир, кофейни, SMM,
CRM, ресторан, автомобили, кондитеры, салон красоты, мини-отель, строительство домов, визовый центр. Что-то связанное с туризмом. Жилой комплекс, наши услуги, туры в Тунис. О, туры в Тунис, интересно. Так, а что еще есть? Вот, туры в Индию. Давайте посмотрим, вот, допустим, вот этот шаблон посмотреть в соседней вкладке. Так, вот так вот выглядит примерно лендинг туры в Тунис или в Индию. Вот такой вот шаблон. Смотрите, он мне нравится, я не знаю, с чего начать, поэтому без перебора дальнейшего мы сразу приступим к обзору его. То есть вот, пожалуйста, туры в Индию. Давайте мы начнем обозревать данный шаблон. Я нажал кнопку «Использовать», как вы видели. И что нам предоставляет этот шаблон? Я перехожу в редактор. Загружается редактор. Что я могу редактировать? Напомню, что шаблон называется «Туры в Индию», а нам надо сделать туры в Таиланд. Поэтому давайте я представлю, что я владелец агентства туристического, да, например. Допустим, я беру и загружаю свой логотип вот здесь. Туристическое агентство номер 1. Все. Это поменял. Так, о туре, программа, цены. Это вот как у нас будет происходить описание тура по экранам. И давайте я попробую просто заменить, да, 2 недели незабываемого отдыха. Так, я предполагаю, что у нас будет не 2 недели, а 4 дня. Давайте. 4 дня. У нас будет 4 дня в Таиланде. 4 дня незабываемого отдыха в Таиланде. Эксклюзивный тур на двоих в Таиланд. Итак, здесь картиночка про Индию, а нам надо картиночка про Таиланд. Поэтому вот эту картиночку нам сейчас надо заменить. Настройка секции, отступы, параметры, изображения. Вот, он мне предлагает здесь из библиотеки изображений, с каталога Unsplash и Pixabay. Вот поиск на английском, допустим, Таиланд. Вот, допустим, уже готовы какие-то картинки, да, но я хочу найти то, которое свойственно мне. Допустим, у меня есть фотография от моего туриста, да, которому я продал тур. Давайте я введу вот так. Таиланд. И вот, допустим, я беру какую-нибудь картинку. Сохранить картинку, JPEG. Да, вот. Вот это больше подходит. Мне вот именно хочется с водой и с лодкой. Здесь загружаем это изображение. Вот это вода и лодка. И сейчас мы получаем вот такую лодку вот на первом экране. Что еще можно сделать? Можно настроить прозрачность. Да, вы можете видеть, что градиент, вот непрозрачность, я могу менять непрозрачность изображения, но оставлю как есть. Пускай будет на 50%. Вот. Положение. Заполнить область параллакс, то есть мы вот так вот пролистываем, и это изображение держится. Вот. Здесь все вот эти слова я могу менять. То есть те, которые подкрепляют основной оффер. Я могу здесь менять вот эти вот значки, да, могу изменять в зависимости от моих преимуществ, да, например, обучение индийским танцам. И здесь вот кроссовочек, да, то, что это связано с танцами. Я могу его заменить, там, например, на такой вот самолетик. И в зависимости от ваших преимуществ вы будете ставить значки, подходящие по смыслу. И сюда вписывать, соответственно, все вот эти смысловые преимущества вашего предложения, которое, ну, больше всего ориентировано на вас. Так, что сейчас? Сейчас подробности тура вы можете вставить видео. Допустим, представим, что вот это видео в Таиланде, да, Таиланд. Что посмотреть в Таиланде и цены? Я могу его на YouTube открыть. Я могу скопировать вот эту вот ссылку. Допустим, это мое видео. И я могу вставить его вот сюда. Вот, видите, ссылка на видео в YouTube. Оп, и вставил. Отлично. Давайте посмотрим, как сейчас
выглядит наш сайт, который мы отредактировали. Я нажимаю «Опубликовать». У меня появляется возможность открыть страницу в новой вкладке. Что я делаю? Я открываю, смотрю. Эксклюзивный тур на двоих в Таиланд, 4 дня незабываемого отдыха. Пролистываю, заменились мои значки. И вот, пожалуйста, мое видео, которое я вставил. Подразумевается, что все это мое собственное. Ветром и самое же. Отлично. Я закрываю все вот эти вкладки и продолжаю редактировать. Продолжить редактирование. Таким образом, я прохожу сверху донизу, просто заменяя текст. То есть за меня уже маркетологи, которые этот шаблон строили, они продумали структуру вот этих слоев. Поэтому вам не надо гадать, вам надо 2 слоя или 7. Вы просто берете шаблон, который примерно соответствует вашей нише и вашему продукту, и пытаетесь заменить все, что есть внутри этого шаблона. Если какой-то слой вас не устраивает, например, стоимость путевки вы заполнили, а фотографии у вас нету, вы можете этот слой удалить. Видите, я удалил полностью слой. Если все-таки вы удалили этот слой случайно, я нажимаю сочетание клавиш Ctrl-Z, и у меня этот слой восстанавливается. И тогда я уже сюда заполняю тем количеством фоток, которые у меня есть. Да? Эти фотографии все можно восстановить. Вот. Если мне какой-то слой не нужен, я опять-таки его удаляю на крестик. То есть сокращаю количество слоев. Этот тоже, допустим, удалил. 10 лет работы в цифрах. То есть я заполняю все, что здесь нужно по описанию, вставляю карту, где мой офис находится, вставляю логотипы моей компании, вставляю все номера телефонов и социальных сетей, которые ко мне подходят. И таким образом за 30 минут мы получаем полностью рабочий сайт, на который нам только что и остается, это направить рекламу. Ну, допустим, контекстную рекламу с Яндекс.Директа. Прямо сейчас вы увидели функционал этого конструктора. Так, что еще? Забыл еще сказать, что если вам, допустим, нужен какой-то слой вставить, да, вы можете вот так вот нажать плюсик, и вы можете добавить секцию. Эти секции берутся опять-таки из объединенной библиотеки шаблонов. И если вам что-то в шаблоне недостаточно было, вот, например, недостаточно было галереи, в каком-то шаблоне может не быть галереи, то вы эту галерею достаете отдельно как секцию. Вот, вы нажимаете галерея, он выдает вам все виды галереи, которые только возможны, и вы берете какой-нибудь вот такой вот реализованные проекты. Вот, пожалуйста, у вас сюда эта секция добавляется. Маркетинговая составляющая в этом сервисе продумана настолько, что вам не нужно быть маркетологом, а вам нужно просто взять какие-то шаблоны реализованных идей, расположение картинок и только вставить свои. То есть это практически механическая работа с контентом. Максимально сервис вам облегчает рекламу вашу. Поэтому, чтобы начать сделать сайт, вам не нужно обладать какими-то техническими навыками. Этот сервис полностью берет все на себя, реализовано все максимально четко, работает быстро, вы заменяете картинки, опубликовываете, и у вас уже новый сайт. Таким образом, вы попеременно вставляете свои картинки, логотипы, описания, ссылки, социальные сети, и вот так вот чередуете редактирование этого шаблона и открываете попеременно, смотрите, как эти изменения реализовались. То есть, если вас устраивает, как выглядит финальная страница, вы ее начинаете использовать в рекламе. Таким образом, вы смотрите, рекламу открутили какой-то бюджет, сколько получили заявок. Если недостаточно заявок, возвращаетесь вот в этот шаблон и редактируете там слои до тех пор, пока ваше предложение не будет настолько привлекательно, чтобы достаточное количество заявок вам обеспечить. То есть вот по сути так и происходит работа у нас в нашем маркетинговом агентстве. Когда мы работаем с клиентом, мы вытаскиваем из него на долгой беседе какие-то его преимущества, его товара, и начинаем конструировать под него лендинг или сайт. И постоянно мы анализируем, на каких слоях люди задерживаются, чтобы потом в будущем дорабатывать этот сайт, дорабатывать рекламу и чтобы нашему заказчику было как можно больше клиентов. Я считаю, что это один из лучших конструкторов сайтов на данный момент за счет простоты, за счет скорости, который он позволяет сделать, за счет большого количества шаблонов и предустановленных элементов, которые вы можете взять как есть, а не выдумывать с нуля. То есть это сервис, который практически вас на раннем этапе может немножко подстраховать
То есть, если вы только начинаете свое дело и вам надо протестировать спрос на ваш продукт, на вашу услугу, это отличный сервис для того, чтобы начать. Вот, если у вас уже есть свое дело и вы хотите как бы гарантированно приумножить количество клиентов, тогда вам уже нужно обращаться к команде, чтобы не тратить на это время, потому что, опять-таки, это нужны эксперименты, это нужно понимание, маркетинговое понимание, какие преимущества надо отразить на первом экране, на втором. Вот. Если вы хотите уже гарантированный результат, вам больше к команде. Если вы хотите протестировать, то этот конструктор сайтов вам как нельзя лучше подходит. Итак, по сути, это все, что я хотел рассказать об этом конструкторе сайтов. У меня не было цели сюда уходить куда-то вглубь. Была необходимость именно показать вам, какие здесь функции есть, насколько здесь много все вот это продумано, АБ-тесты, страница, помощь, то есть насколько здесь богатый функционал, насколько здесь все функции продуманы. Мне бы очень хотелось узнать, а каким конструктором пользуетесь вы и почему. Создаете ли вы сайты на конструкторе или отдаете на создание профессионалам. С интересом буду ждать ваших ответов в комментариях. А в следующем видео я расскажу, как просто создать в Creatium сайт-визитку. Если вам интересно, как просто создать сайт для бизнеса или дела, то подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые видео. Если вам нужен промокод от меня в этом конструкторе на 600 рублей, то переходите по моей ссылке в описании. А также, если хотите доверить создание сайта профессионалам, то оставляйте заявку на бесплатную консультацию по ссылке ниже. В разработку сможем взять не всех, но вы хотя бы получите понимание, что создание сайта — это не только инструмент, а прежде всего понимание, как им пользоваться. Чтобы либо это сделать кое-как самостоятельно, либо с нами получить гарантированный результат под ключ. Итак, смотрите полный плейлист, подсказка наверху, переходите по ссылкам в описании видео, ставьте лайк, не жмитесь. Пишите комментарии и вопросы по данной теме. С вами был Олег Буторин, спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Также хотел бы обозначить, что у нас есть возможность бесплатной консультации, которую мы даем нашим клиентам. Сейчас вы можете видеть наш сайт, в котором идет описание нашей услуги. То есть, если вы чувствуете, что ваш бизнес уже достаточно развился для того, чтобы вы не погружались в вопросы маркетинга, а могли доверить это дело профессионалам на аутсорсинг, то, пожалуйста, вы можете доверить это нам. Мы разрабатываем такие лендинги, которые очень хорошо конвертируют весь трафик, и это гарантия для вас, что вы не сольете свой рекламный бюджет и получите максимальное количество заявок. Вы можете увидеть описание нашей услуги на сайте landing.topintent.ru, посмотреть. Вкратце, что это такое? Это бесплатная консультация от нашего маркетолога, который задает вам небольшое количество вопросов в рамках 20-минутной бесплатной консультации, чтобы понять, какими выдающимися преимуществами обладает ваш товар или продукт и как именно это надо упаковать на вот таком одностраничном сайте, чтобы у вас был хороший приток заявок и реклама работала эффективно. Вы можете посмотреть, какие минусы шаблонного сайта, какие минусы шаблонной рекламы. Вы можете посмотреть примеры, как мы сделали подобные сайты. Вы можете посмотреть конверсию. Ну вот далеко ходить не надо. Вот этот вот сайт, который мы создавали для печной компании, он набрал более 77 заявок, при том, что средний чек в этой нише 250 тысяч. Вот. Здесь мы также задействовали квиз, то есть на первом экране лендинга мы расположили квиз-опрос, благодаря чему конверсия у нас повысилась. Люди очень любят проходить опросы, и вот эта механика вовлечения человека в заполнение опроса, она дает очень хорошие результаты. Именно поэтому данный формат квиз-лендинга, да, когда мы на лендинге из нескольких слоев располагаем на первом экране квиз, она дает очень хорошую конверсию. Все это учитывает наш маркетолог, он строит прототип, потом мы по этому прототипу делаем дизайнерский лендинг, который гарантированно вам будет приводить заявок. Если вы чувствуете, что вам неохота тратить время на изучение создания сайтов или даже конструкторов, вы не хотите копаться вот просто принципиально, вам просто нужен результат, то можете обращаться к нам и получить этот результат у нас. 20-минутная бесплатная консультация у маркетолога, она вам обеспечена. Можете нажимать на ссылку внизу. Пока.